Предлагаю приготовить торт лакомка с очень насыщенным ореховым вкусом. Для этого нам потребуется 100 мл воды, 135 мл растительного масла у меня арахисовое, 200 грамм сахара. Довести до кипения и ввести 30 грамм какао и заварить. Как только закипело, отставляем в сторону. Мы будем готовить шифоновый бисквит. Просеем 200 грамм муки, туда же пол чайной ложки соли и 4 грамма разрыхлителя. Тоже просейте его. Теперь в чашу миксера разбиваем 5 яиц и взбиваем их до пивной пены. Затем добавляем 50 грамм сахара и взбиваем в плотную массу. Затем в эту массу добавляем остывшую шоколадную смесь. А теперь нам надо соединить с мукой нашу яичную смесь. И я сначала ввожу немного смеси в муку, чтобы ее немного облегчить. И затем уже перемешиваю все вместе складывающими движениями, чтобы не осадить наши яйца. Вот такое достаточно легкое тесто получается. Перекладываем ее в форму диаметром 24 сантиметра. Как вы видите, я положила бумагу вокруг и отправляем в духовку при 180 градусах на 40-45 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Проверяйте вот такой зубочисткой, чтобы сухой был бисквит. У меня вот сухой. Теперь нам надо измельчить 200 грамм чернослива и залить этот чернослив 50 миллилитров алкоголя, что у вас есть: ром, виски, бренди, амаретто. И оставляем это все на 1 час. Наш торт отлежался 4 часа. Теперь обрезаем краюшки, равняем. И 200 грамм грецких орехов и эти обрезки отправляем подсушить в духовку на 10-15 минут при 150 градусах. Сделаем пропитку: 100 грамм воды, 50 грамм сахара, 2 столовых ложки лимонного сока доведем до кипения. Разрежем торт на 3 части вдоль. Аккуратно, он очень мягкий, этот бисквит. Ну, достаточно хорошо режется после отлежки. И теперь каждый слой нам надо пропитать пропиткой еще горячей. Приготовим крем. Взобьем 200 грамм сливок 35%, не ниже надо брать. В этот крем нам надо добавить вареную сгущенку. 1 банка сгущенки. Там в граммах может отличаться от 380 до 397 граммов. Ну, у меня 397 граммов в этой банке. Взбиваем вот в такой очень красивый и очень вкусный крем. Теперь в отдельной посуде взобьем 500 грамм маскарпоне. Ну, его не очень надо взбивать, просто довести до кремообразного состояния. Теперь в маскарпоне нам надо ввести сливовую смесь. Продолжаем взбивать и вот таким образом вводим эту всю смесь. И у нас получается вот такой очень красивый, очень вкусный, гладкий крем. Отложим 1/3 крема в отдельную посуду. И в оставшийся крем выкладываем порезанные не очень мелко. Я не люблю сильно мелко порезанные орехи. Такие достаточно крупно порезанные орехи грецкие. У меня орехи 200 граммов здесь. И в этот же перемешаем, и в этот же крем добавим нашу
наш чернослив уже разбухший и стал он более мягким. Все перемешиваем аккуратненько. И теперь нам остается только собрать торт. Половину крема выкладываем на нижний корж, разравниваем его. У меня слегка вот здесь поломался средний корж, но это не страшно. Если вот так случится такое, кладите его между коржами. И выкладываем вторую половину нашего крема и также точно разравниваем. Получается довольно-таки толстый слой крема, но это так и должно быть. Накрываем верхним коржом. И теперь берем крем, который без орехов и без слив, и обмазываем полностью торт. Я не делала здесь черновую обмазку, потом надо было ставить в холодильник, ждать еще 4-5 часов, и потом сверху еще делать один раз обмазку. Я просто один раз это обмазала, и все, у меня не было на это времени. Выравниваем по мере возможности наш торт. И я украсила таким образом. Вот эти обрезки я измельчила, добавила уже мелко-мелко порезанный орех, который у меня там остался, и натерла черный шоколад мелко. Положила салфеточку вот такую декоративную и посыпала вот этой крошкой весь торт. И в конце так получилось смешно, работал телевизор, и когда мы закончили, мы с моей дочерью делали торт, когда мы закончили эту всю делать посыпку, вот такая по телевизору была такая торжественная музыка, я хочу вам просто вставить, чтобы вы послушали. Как будто это специально было для завершения торта. И вот такой красивый торт и очень вкусный торт. Конечно, он по калориям сумасшедший, но не часто его делает, по особенно торжественным случаям. Если вам понравился рецепт, попробуйте сделать. Это не так сложно, дольше рассказывать, но очень вкусно. И приятного аппетита!